Маленький золотистый комок шерсти лежал на смотровом столе ветеринарной клиники, почти не шевелясь. Это была Кинсли, щенок, чья жизнь едва успела начаться, но уже столкнулась с жестоким испытанием. Врачи осматривали ее один за другим, качали головами и заполняли медицинские карты сложными, пугающими терминами. Вердикт был суров и неумолим. Практически полный паралич задней части тела. «Ее прогноз неутешителен», — тихо, но твердо сказал главный врач, глядя на заплаканное лицо ее будущей хозяйки. «Кинсли никогда не сможет ходить самостоятельно. Максимум, на что вы можете рассчитывать, это специальная инвалидная коляска для собак. Ей придется провести в ней всю оставшуюся жизнь». Слова врача звучали как окончательный приговор. Инвалидная коляска для крошечного растущего щенка казалась чем-то противоестественным. В таком возрасте собаки должны беззаботно бегать по траве, гоняться за бабочками и грызть хозяйские тапочки, а не быть прикованными к металлическим конструкциям с колесами. Казалось, надежды нет. Но в тот самый момент, когда отчаяние готово было полностью поглотить комнату, случилось нечто крошечное, но изменившее все. Кинсли, почувствовав тепло рук своей новой спасительницы, изо всех сил попыталась вильнуть хвостиком. Это едва заметное движение, легкое дрожание пушистого хвоста стало искрой света в кромешной тьме. Скептики и опытные ветеринары тут же поспешили охладить пыл. «Не обольщайтесь», — сказали они, — «это всего лишь спазм нервных окончаний, обычный рефлекс, не имеющий под собой осознанного контроля. Мышцы мертвы, импульсы не доходят до мозга». Но любящее сердце отказывалось верить в сухую статистику и холодные диагнозы. Если в этом маленьком теле есть хотя бы капля жизни, за нее нужно бороться. «Раз мы увидели это движение, мы не имели права сдаваться», — вспоминает хозяйка Кинсли. «Мы решили, что нам нужно второе мнение. Мы не могли просто смириться с мыслью, что эта малышка никогда не побежит». Они начали долгий и изнурительный путь. Первым делом Кинсли повезли к другому специалисту. Снова рентгеновские снимки, снова анализы, снова долгие часы ожидания в коридорах клиник. Но на этот раз им повезло встретить врача, который согласился посмотреть на собаку в целом, оценить не только бездушные черно-белые снимки позвоночника, но и ее невероятную волю к жизни, ее горящие глаза и то самое упрямое желание вилять хвостом вопреки всем законам медицины. Новый ветеринар подтвердил: шансы малы, но они есть. И тогда за дело взялась команда настоящих волшебников, физиотерапевтов для животных. Узнав историю Кинсли, эти люди буквально отложили все свои дела. Они бросили все силы и ресурсы на спасение одного маленького щенка, разработав для нее индивидуальную, агрессивную программу реабилитации. Каждый день превратился в битву за миллиметры движения. Физиотерапевты работали над ее ростом, мобильностью и стабильностью. Это был комплексный тяжелый труд. Массажи, электростимуляция мышц, занятия в воде, где вес тела уменьшается и лапам легче двигаться, а также бесконечные упражнения на специальных балансировочных подушках. Без нашей команды терапевтов Кинсли в лучшем случае до сих пор бы неуклюже ковыляла, волоча за собой лапы, признается хозяйка. То, что они делали, все эти хитрости, приемы и методики, которые они пробовали и сочетали каждый день, это просто безумие. Это была настоящая магия переобучения мышц. Сама Кинсли была невероятно прилежной ученицей. Она никогда не скулила от усталости и с поразительной готовностью выполняла все задания. В ее маленьком теле скрывался характер настоящего бойца. Она смотрела на реабилитологов своими умными глазами, словно понимая, что каждый шаг, каждое усилие приближают ее к заветной цели. Однако самым сложным испытанием для Кинсли в самом начале пути была даже не физическая боль или усталость от изнурительных тренировок. Самым тяжелым было психологическое давление. Будучи щенком, она остро нуждалась в социализации.
Когда ее выводили на прогулку или в общий зал клиники, она видела других собак. Она смотрела, как они весело прыгают, бегают друг за другом, приносят мячи и делают все, что им вздумается. Кинсли тоже хотела сорваться с места, побежать навстречу новому другу, но ее задние лапы оставались неподвижными, тяжелыми плетями. Она не могла за ними успеть. В эти моменты в ее глазах читалась такая глубокая, недетская грусть, что у окружающих сжималось сердце. Она чувствовала себя отрезанной от мира здоровых и счастливых сородичей. Но именно эта зависть, добрая детская зависть к чужой свободе движения, стала для нее мощнейшим стимулом. Она не замкнулась в себе, она захотела стать такой же, как они. Дни складывались в недели. Тренировки не прекращались ни на один день. Команда Кинсли использовала все возможные хитрости, поддерживающие ходунки, специальные упражнения с лакомствами, чтобы заставить ее тянуться вперед и переносить вес на задние конечности. И постепенно мертвые, казалось бы, мышцы начали вспоминать свою функцию. Прошло всего 4 или 5 недель с момента начала интенсивной терапии, срок ничтожно малый для медицины, особенно при таких тяжелых диагнозах. Но Кинсли решила переписать все медицинские учебники. Сейчас ее дела идут просто прекрасно, с гордостью и радостной улыбкой рассказывает хозяйка. Она уже может ходить самостоятельно, ей больше вообще не нужно использовать инвалидную коляску, и все это произошло всего за 4-5 недель. Она добилась просто поразительного, невероятного прогресса. То, что пророчили как пожизненный приговор, Кинсли преодолела за месяц с небольшим. Коляска, которая должна была стать ее постоянным спутником, теперь пылилась в углу как памятник пройденному испытанию. Щенок, который не мог пошевелить лапой, теперь уверенно переставлял их, исследуя мир на своих собственных 4 конечностях. Конечно, реабилитация еще не закончена. Нервная система восстанавливается долго и неохотно. Хозяйка отмечает, что у Кинсли остается одна небольшая проблема, над которой они продолжают усердно работать. Время от времени, когда малышка отвлекается или теряет концентрацию, ее задние лапки подворачиваются пальцами внутрь. Она зацепляется пальцами за землю, забывая правильно поставить стопу. Но это такая мелочь по сравнению с тем, с чего они начинали. Даже если это ее предел, говорит хозяйка, глядя на то, как Кинсли увлеченно обнюхивает траву в саду. Даже если это максимальный уровень восстановления, которого она сможет достичь, она уже справляется потрясающе. У нее впереди целая жизнь, и в ней самой так много энергии, радости и огня. Кинсли действительно изменилась до неузнаваемости. Из вялого парализованного щенка, который мог лишь грустно смотреть на мир со стола ветеринара, она превратилась в совершенно другую собаку. Сейчас ее переполняет восторг от того, что она может самостоятельно познавать этот мир, бегать по дорожкам, выбирать, куда ей пойти и не зависеть от чужой помощи. Эта история не просто рассказ о выздоровлении одной собаки. Это гимн вере, упорству и любви. Без решимости ее хозяйки, которая не поверила первому страшному диагнозу, без самоотверженности команды физиотерапевтов, которые бросили все ради спасения животного, и, конечно же, без невероятной воли к жизни самой Кинсли, этого чуда бы не произошло. Это невероятное чувство — осознавать, чего мы смогли добиться вместе с Кинсли и всей нашей командой. Это было потрясающее, незабываемое путешествие. Подводит итог хозяйка, обнимая своего счастливого, здорового и весело виляющего хвостом пса. Кинсли смогла победить паралич, доказав, что любовь и правильная поддержка способны творить настоящие чудеса.